приветствую, друзья, на канале. Это новая часть пути новичка в русской рыбалке. И сегодня будет очень интересная серия, потому что для себя я открыл тут множество различных точек. Для тех, кто не в курсе, на канале прошел первый стрим. И благодаря всем участникам стрима мы тут побегали на различные точки. Посетили помимо Комариного озера Лосиное, также называемое озеро Лосиное. Оно оказалось американским озером. Также на реке Вьюнок мы были. Дальше мы пока не бегали, но на этих локациях мы нашли несколько интересных точек. И это получается небольшая даже сводка будет по самым вот интересным точкам, которые мы с ребятами сами нашли, без каких-либо подсказок, тупо вот на опыте. Все проверили. Естественно, начнем, ну, наверное, с Комариного озера. Тут-то понятно, да, что здесь самая классная точечка это 8787. На ней больше всего клёва у меня было. Вот даже несмотря на то, что мы на другие локации бегали, по моим ощущениям, все равно здесь лучше всего клюет и уклейка, и ерши. В общем, все, на что я вот ловлю, что могу ловить, а именно в этой точке лучше всего клюет. Так, друзья, магическим образом магию монтажа используем, и мы резко перемещаемся как раз на эту точку 8787. Здесь у меня сейчас донки установлены, давайте сейчас поменяем. Ну, просто проверим клев. Тут и донки все время вот хорошо срабатывали на стриме, и поплавок. Ну, сейчас просто золотое время, чтобы уклейку половить. Значит, проверим, что у меня тут по наживке. Спуск 18, муха стоит. Давайте проверим вот чисто вот, насколько сейчас хорошо клюет уклеечка. Вот сейчас просто, ну, лучшее время. Самое лучшее время для ловли уклейки на вот этой волшебной точке. Ну, помимо, кстати, уклеек, тут еще вот кто за лягушками охотится, очень часто лягушки попадаются. Такое у меня тоже вот было наблюдение. Еще из интересных событий, которые вот на стриме мы рассмотрели. Там, во-первых, многие писали в чате, да, ну, в комментариях, типа, давай серии ник подольше делай. Вот для тех, кто хотел подольше серию, стрим был аж 3 часа, он в записи на канале остался, можете посмотреть, насладиться тем, кому не хватает таких коротких роликов, как сейчас у нас происходит на канале. Вот, ну и, может быть, шортс мы его видели уже, да, вот выкладывал я, меня забанили на 3 дня еще, разработчики русской рыбалки, за то, что я их игру рекламировал. Им, видимо, реклама не нужна, решили меня на 3 дня забанить. Вот, ну и, как видите, вот, точка 8787, все тут клюет. Мы еще и новый уровень получаем, друзья. Новый уровень 16 у меня. Свободное очко умений. Ура, ура, сам себя поздравляю. Такс. Ну и вот еще вам в доказательство. Клев тут хороший, уклеечки идут очень хорошо. Но мы тут не будем эту серию застрять на этом, только на этой точке. Сейчас еще покажем вам следующие точечки, которые очень интересные как и для новичков, так и для всех. Это уже должна быть у нас локация река Вьюнок. Так, еще одна уклеечка. Оп. Забираем и перемещаемся, друзья, опять же, волшебным образом на реку Вьюнок. Так, друзья, вот мы на этой волшебной локации, река Вьюнок. И сразу же вот тут будет, получается, 4 точки интересных. 4 интереснейших точки. Но начнем с вот этот стандарт. Ну, прямо вот здесь, как вы видите, вот прямо здесь интересная точка на ельца и на уклейку у нас находится. 73,87 или даже 73, или 72,85. В общем, и тут везде можно ловить. На стриме мы вроде везде пробовали. Вот по вот этому ориентиру я помню, что мы здесь ловили. Вот. Ну давайте. Там рекомендовали мне ставить кастера как наживку. Давайте поставим. Ну давайте один кастер пусть будет и 2 мухи оставим. То же самое, по-моему, если я вот не ошибаюсь, по спуску, по плавку. То есть тут ничего в этом плане не меняется. И вот здесь на стриме у нас... Что, сразу так клевануло? Здесь у нас на стриме, короче, очень часто ельцы попадались, но сейчас плотва обыкновенная прям моментально клюнула. Вот, да, советовали, можно муху, можно кастеру. Единственное, по спуску, по-моему, я не помню точно. Вроде 18 сантиметров достаточно. Вставляем пока. Или надо было глубже ставить. Но я, если честно, вот этот момент не помню. По-моему, так мы и ловили. Так, по-моему, у нас и было. Так, ну что тут? Видите, моментальный клев прям начинается. Тут рыбеха никак не съест. Все, съела, наконец-то. Кто это будет? А это, по-моему, опять плотва у нас. Это, к сожалению, опять плотва. В общем, здесь вот ловили мы и уклеек, и ельца. Но по поводу уклеек, сейчас я вам покажу другую секретную точку.
про которую мало кто знает. Тоже на этой локации. Помимо еще уклеек, в ночное время вот еще будут две точки, где клюют ерши, ерш-носарь. А также, на удивление для меня, вот у меня чаще клевали на точках, предназначенных для ерша-носаря. Чаще клевали лещи вообще почему-то. Но сейчас мы все эти точки, друзья, рассмотрим. Вот. А что касается вот клёва здесь и сейчас, как видите, что как будто вот на комарином даже 87.87 эффективнее была. Ну, сейчас вот что-то наклевывать, все-таки разные, да, водоемы, тут течение большое. Друзья, кстати, ставьте лайк на стрим, на видео на это обязательно. Вот и уклейка у нас первая появляется. На канал обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны. У нас тут и видосы выходят, и стримить начали. Поэтому куча контента уникального, да. Глазами новичка все это вот выглядит. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Вот, может быть, слушайте, наживку мне все-таки еще на кастеру одну поменять. Вот здесь, например, да, тоже кастер поставим. Попробуем еще яйца попробовать вытащить. Что, уклейки клюют? Клейки были. У нас, значит, здесь муха на первом удилище, да, на втором, на третьем кастера. Так, вот тут немножечко можно путаться. Из-за того, что течение у нас, да, уносит. Ну и вот, пожалуйста, это уклейка. Это уклейка. Эта уклейка тоже хорошо ловится, но это, опять же, повторюсь, не самая лучшая точка, как я считаю, для фарма уклеек. А яйцов пока нет. Ельцов нет, хотя наживки у меня полностью заряжены на ельцов, но их пока нет. Ну, в общем, я не знаю, возможно, сегодня день какой-то неклевочный. Лично у меня. Давайте перемещаться на точку, где как раз уклейки хорошо идут. Так, друзья, вот мы пришли на точку. Если что, это точка 97-121. Ну, то есть вот здесь она находится. Вот здесь именно у нас находится фарм уклеек. Вот здесь чаще всего они клюют. Давайте на мух сейчас все поменяем, где у нас кастер стоял. Вот и проверим, сравним, да, эту точку клёва по сравнению с предыдущей. Вот здесь уклейки у нас вот только так клевали. И на стриме, и плотва тут на стриме была. И лягушки те же вот здесь, как и на комарином, по аналогии, тоже вот часто попадались. Это вот тоже одна из интереснейших точек. И давайте посмотрим, насколько актуален здесь клев. Ну, смотри, сразу вроде начинает. А здесь еще вот отличительная особенность на этом водоеме. Вот, смотрите, двойной клев. Но это плотва у нас тут. Это плотва попалась. А здесь... А здесь уже уклеечка. А вот и уклеечка, друзья. Ну, поэтому вот здесь и плотва, и уклейка очень хорошо вводится. И что, да, самая вот отличительная особенность этого водоема, вот именно в этой точке. Тут нет течения. Спокойно все наживки стоят, да. И клюют, и, пожалуйста, вот еще одна очередная уклейка. Вот, и у нас осталось, друзья, с вами еще рассмотреть две точки, которые на стриме мы наблюдали. Так, это что там, уводит, что ли? Ага, сорвалось. Но эти точки, они больше ночные. Больше ночные, но мы попробуем и сейчас закинуть на ерша, но уже там время близко к 8. Поэтому, я думаю, будет актуально все это проверить. 118-124... И точка была 110-125. Вот эти вот две точки, на которых трофеи ребята ловили прямо на стриме. Вот на вот этой точке 110-125 точно трофей ёрш-носарь поймали. А вот здесь, ну, и тут они водятся. В общем, ёрши-носари и лещи еще здесь водятся, самое интересное. У меня больше лещей здесь было почему-то. Ну, сейчас туда переместимся, там надо будет ловить на донке. На этой точке фарм идет уклеек. Вот, пожалуйста, еще одна уклейка. Так, друзья, ну вот мы прибежали на вот эту точку, вот здесь, на точке 110-125 водятся трофейные ерши-носари. Ну, мы сейчас проверим вообще, будут ли тут клеваться, они не будут. Вроде время уже подходящее, поэтому давайте сейчас переэкипировочку сделаем. По поводу наживки, значит, тут у нас устанавливаются черви навозные просто, крючки крошечные. Сейчас проверю везде, да, стоит у меня так. Червь навозный, крючок крошечный. И червь навозный, крючок крошечный. Да, в общем, на такие удилища у нас ребята ловили. Ну, давайте проверим эту точку. Потом переместимся еще на точку правее. Клипс, если что, 10 стоит. Вот здесь мне надо поменять сейчас клипсу.
Это я тут без видео, без стрима там по приколу закидывал на комарином. Вот здесь ловили трофейных носорей. Вот немножечко мы подождали, и началось. Добро пошло. Так, и что мы тут ловим? Сейчас лещ, наверное, будет. Это лещ, друзья. Вот лещик первый. Вот, не знаю, вот все говорят, что тут трофеи на носоре. У меня лещи тут. Больше точка на лещей. Посмотрите, сейчас еще один лещ. Ледголавль. Подуст вообще. У меня такой рыбы еще ни разу не было. Поймано. И как будто еще один лещ. В общем, друзья, лещевая точка вот эта вот. Теперь давайте проверим, как работает вот это самое эффективное, когда вот я проверял. Вот у меня тут больше вот везло, 118, 124 плюс-минус вот здесь. Тут вообще недалеко, вот ориентир простой. Локация Сосновый Яр. И тут костер есть. Вот здесь мы и ловили. Вот здесь прямо 120-121 получается. Такая, знаете, тут спокойная атмосфера, такая обстановочка спокойная. Судя по чату, тут 270 игроков на этой точке ловят. То есть достаточно популярная точка, можно сказать. Но клёва пока нет. Клёва пока нет, но и на предыдущей точке тоже он не сразу начался. Так, что-то есть, слушайте, по-моему. Что-то клюнуло. У меня просто сигнализаторы почему-то не работали. Ёж, пожалуйста, друзья, вот эта точка прям вот ершовая, просто маленькие мне попались. Маленькие ёршечки. Тут пусто будет. Все равно перезабросить хотел. В общем, здесь, кто хочет ночь пересидеть, хорошая точка для ершей. Так, а у нас на втором удилище вот уловчик. Уловчик пошел. Кто там? Кто там? А это у нас вообще ракушка попалась. Дресина речная. Вот это да. Ну вот, 22, 21, 10 вечера. Пошел клев. Вот, пожалуйста, по-моему, еще ёршик. Ерши в этой точечке, в общем, как видите, хорошо водится. Так, друзья, что так клюнуло? Ну, не знаю, знаете, не такая прям точка жесткая, чтобы из пулемета прям клевала. Но клев есть, и вот из-за того, что он редкий, видимо, тут вообще ясь попался. Из-за того, что редкий клев, поэтому тут и бывают попадаются трофеи. Поэтому такие точки, друзья, ну, которые вот мы с вами рассмотрели с зрителями, с подписчиками. Здесь вот находится вот еще один ёршик. Поэтому на канал обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. На стримы, друзья, заглядывайте. Обязательно, потому что стримы тоже начались проводиться на этом канале. Ну вот, пожалуйста, еще ёршик. Они просто маленькие, маленькие ёршики. Тут мега маленькие. Ну а я всех благодарю за просмотр. Надеюсь, вам ролик понравился, друзья. Пишите ваши комментарии. Всех благодарю за просмотр.